Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні за вашими проханнями приготую панеттоне. І дуже сподіваюся, що ця випічка вам сподобається. Перед вами пока только те продукты, которые понадобятся для опары. Но в первую очередь подготовьте изюм и цукаты. Лучше это сделать вечером. Заливайте их коньяком, время от времени перемешивайте, чтобы он полностью впитался до замеса теста. В миску выливаю 100 грамм теплого молока, добавляю чайную ложку сахара, дрожжи, всегда замешиваю на прессованных. Выпечка на них получается более пышная и мягкая. Но можете заменить сухими активными. Быстродействующие здесь не подойдут, а взять их надо в 2,5 раза меньше, чем прессованных. Все это хорошо перемешиваю до полного растворения сахара. И добавляю 100 грамм муки, столько же, сколько и молока. Для панеттоне обычная мука не подойдет, надо купить более сильную. Чуть позже я покажу, на какой замешиваю. Вот такая получается не густая опара. Затягиваю пленкой, делаю проколы, чтобы она дышала, и отставляю для брожения. Теперь надо подготовить ароматы. Для этого понадобится в тарелочке мед, к нему добавляю чайную ложку ванильной пасты бурбон. Набираю полную с горкой. Она очень ароматная. Цедра апельсина и лимона. Ну, смотря какие они у вас. У меня крупные, поэтому достаточно будет половинки апельсина и половинки лимона. Цедру снимаю самой мелкой теркой. Она придаст выпечке более насыщенный вкус и аромат, и к тому же окрасит немного теста в желтый цвет. Все это также хорошо перемешиваю, затягиваю пленкой и пока отставляю. А это те продукты, которые понадобятся для первого теста. Теплое молоко, для опары взяла 100 грамм, здесь 70. Сливочное масло, сахар, 1 яйцо и 1 желток и мука. За 30 минут опара хорошо подошла, запузырилась и начала даже немного оседать. Значит, пора замешивать тесто, иначе дрожжи потеряют свою силу. В муке делаю углубление, высыпаю сахар, выливаю 1 яйцо, 1 желток. Все это немного перемешиваю, добавляю молоко и замешиваю до кашицы. Сюда же всю опару и замешиваю тесто. Сейчас оно должно получиться плотным, но с добавлением масла станет намного мягче. Вот такое получается тесто. Продукты все собрались в комок. Оно, конечно, еще не вымесилось, но уже можно добавлять сливочное масло. Добавляю порциями по 2-3 кусочка и каждую умешиваю до полного соединения с тестом. Если у вас есть кухонная машина, замешивайте машиной. Это намного легче и быстрее. Я тоже замешиваю машиной, но так как она не у всех есть, и чаще всего просите показать ручной замес, поэтому сегодня замешиваю руками. Теперь вымешиваю до однородности, гладкости, накрываю пленкой и при комнатной температуре оставляю где-то на 1,5 часа. Но точно не придерживайтесь этого времени, потому что температура у всех разная. Лучше следите за тестом. Оно должно увеличиться в объеме где-то в 2,5 раза. Прошел 1 час 20 минут. Посмотрите, как хорошо подошло тесто. Можно продолжать замес, поэтому готовлю сдобу для второго теста. В миску высыпаю сахар, 1 яйцо и 1 желток, обязательно соль и подготовленные ароматы. Тесто немного растягиваю. Выливаю сдобу в середину и снова рукой замешиваю тесто. Надо его немного поразрывать, соединить с этими продуктами и только потом добавлять муку. А уже в конце замеса сливочное масло. За 2-3 минуты получилась вот такая вот масса. Можно сказать, продукты полностью соединились. Высыпаю муку. Но пока 20 грамм из указанной в рецепте не добираю. Посмотрю, если тесто будет очень-очень мягкое, даже жидковатое, добавлю эти 20, которые оставила.
Видно, что тесто будет мягкое, влажное, очень-очень липкое, а еще надо добавить масло. Поэтому высыпаю муку и продолжаю вымешивать. Зачищаю миску. Очень часто переворачиваю тесто, так оно вымешивается быстрее и более равномерно. Ну вот теперь можно добавлять сливочное масло. Вся мука умесилась, тесто еще не однородное, но масло добавлять можно. По несколько кусочков, по 2 и хватит. В итоге тесто должно получиться очень мягким. Придется его долго вымешивать. Сейчас тоже приспосабливайтесь, как вам будет легче и удобнее вымесить тесто. Первое масло полностью умесилось, добавляю следующее. Размазываю по тесту. Посмотрите, как масло его расслаивает. Поэтому вымешивайте до полного соединения. Когда уже тесто станет однородным, добавляйте следующее. Последнее масло. И снова вмешиваю. Вымешиваю уже 10 минут. Хорошо отходит от миски. Можно сказать, не прилипает к рукам. Но для этого теста берите муку с высоким белком, начиная от 13. Я замешиваю на вот такой вот белок 15,8. В нашем городе она продается в магазине для кондитеров. Называется «Приданы». Также можно выписать и через интернет. Поэтому поищите, купите хорошую муку и замесите вот такое вот мягкое, эластичное, красивое тесто. Посмотрите, как оно хорошо и полностью отрывается от миски. Не разрывается, очень эластичное. Прошло еще 15 минут ручного замеса, то есть после добавления масла вымешивала 25 минут. Машиной, конечно, будет быстрее, но не замешивайте на высокой скорости, чтобы не согревалось тесто. Первой будет достаточно. И вымешивайте около 15 минут. Готовое тесто хорошо наматывается на крюк, отходит от донышка, хлопает по стенкам. Вы увидите и сами поймете, что тесто готово. Пусть немного полежит, клейковина расслабится, и покажу, как оно растягивается. Сейчас оно в возбужденном состоянии будет противиться, пусть немного отдохнет. Беру немного теста и потихоньку, не спеша растягиваю. Клейковина будет постепенно поддаваться, и тесто растянется до тонкости и прозрачности. Может быть, вам плохо видно на фоне теста, но оно уже очень тонкое. Видны мои пальцы. Все, тесто полностью готово. Накрываю и при комнатной температуре оставляю для подъема. Ну вот так вот очень просто его можно замесить и руками, но не очень легко. За 40 минут вот так хорошо подошло тесто. Смазываю коврик растительным маслом слегка. Выкладываю тесто, растягиваю в пласт. Все оно пронизано пузырьками, под пальцами они пищат. Раскладываю цукаты и изюм равномерно по всему тесту и скручиваю в рулет. И еще немного вымешиваю, чтобы изюм равномерно распределился в тесте. Вот такое красивое тесто. При вымешивании даже не рвется, а просто растягивается. Подкатываю в шар, миску смазываю растительным маслом без запаха. Снова накрываю и оставляю на полчаса. Тесто подходило 30 минут. Хорошо поднялось. Смазываю коврик слегка растительным маслом. Выкладываю. Выпекать буду в вот таких вот формах, бумажных. Донышко смазываю растительным маслом. Там чаще всего прилипает тесто. А стеночки не буду. И делю на 3 кусочка. 2 весом по 510 и 3 410. Каждый кусочек выкладываю гладкой стороной вниз и начинаю формовать шарик. С каждой стороны
немного растягиваю тесто и складываю к середине. И округляю. Обминать тесто не надо, стараюсь сохранить его пышность, так паски быстрее подойдут. Размер большей формочки. Высота 10 см, диаметр 13 см. Меньше такой же диаметр, только высота 9 см. Посмотрите, какое гладкое тесто, глянцевое, в середине пузыри. Накрываю и оставляю подходить, пока тесто поднимется на высоту формы. Сколько понадобится времени, скажу позже. Панеттоне подходили 2 часа. Тесто почти дошло до края формы. Делаю сверху острым ножом надрезы в виде крестика. Аккуратно, не придавливая тесто, чтобы его не осадить. И выкладываю сливочное масло, чтобы посильнее раскрыть эту верхушку. Она так получится более высокая, объемная, круглая. К этому времени нагрелась духовка, температура 170 градусов. Сразу же ставлю выпекать. Панеттоне испеклись, выпекались они 35 минут при температуре 170 градусов. Второй уровень духовки снизу, подогрев вверх-вниз без конвекции. На последние 15 минут сверху их накрыла пергаментом, чтобы верхушка не так подгорала. И на готовность проверяла деревянной шпажкой. Они очень мягкие, шпажка просто проваливается. На выходе она сухая, значит тесто пропеклось. Пока они выпекались, я подготовила шпажки, посуду, в которую я их буду переворачивать. И вот сразу же, пока они только-только из духовки, прокалываю снизу 2 шпажками. Выбирайте хорошо заточенные, острые. Или прорывайте бумагу чем-то другим, так как тесто очень мягкое и бумага плохо прорывается, а просто проваливается вовнутрь, придавливая тесто. Переворачиваю и подвешиваю. Накрываю бумажным полотенцем, так как формы жирные, а сверху обычным. И в таком виде оставляю минимум на 6 часов. Они за это время полностью остынут, структура их окрепнет, только потом можно будет нарезать и пробовать. Это уже на следующий день. Они не только остыли, но и хорошо выстоялись. Видно, что стеночки ровные. Вот такая красивая шапочка хорошо раскрылась. И покажу на разрыве. Панеттоне получаются очень вкусные, ароматные, сладкие. Сахара здесь больше, чем молока, а муки немного. Посмотрите, какое влажное и волокнистое тесто. И это уже на второй день. Такими же они останутся и завтра, и послезавтра. Очень надеюсь, что такое тесто вам тоже понравится. А хранить их очень просто и легко. Глазури никакой нет. Упаковывайте в пакеты или пищевые контейнеры, и они долго останутся свежими. Готовьте с удовольствием на радость своей семье, і пусть пасхальні праздники будуть вкусними, теплими і мирними. Ну а якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки, а постійним спонсорам мого каналу за підтримку та допомогу. Мені дуже приємно, що ви так цінуєте мій труд. І як завжди бажаю вам всього найкращого.